Ты думаешь, что просто стал хуже концентрироваться. Но чаще всего проблема не в тебе. Твое внимание постоянно кто-то забирает. Причем делает это тихо и очень эффективно. Ты открываешь телефон всего на минуту, а потом внезапно проходит полчаса, и ты уже не помнишь, что вообще собирался сделать в самом начале. Самое опасное в этом то, что все выглядит безобидно. Сообщение, лента, короткое видео, еще одна вкладка. Каждая мелочь кажется незначительной, но вместе они ломают твою способность думать глубоко. Сегодня за твое внимание борются приложения, соцсети, новости, реклама и алгоритмы. Им не нужно, чтобы ты стал спокойнее, умнее или счастливее. Им нужно, чтобы ты смотрел дольше, нажимал чаще и возвращался снова. Первый вор твоего внимания – уведомления. Даже если ты не открываешь сообщения, мозг уже дергается от звука, значка или вибрации. Тебе кажется, что отвлечение заняло пару секунд, но концентрация так быстро не возвращается. После каждого сигнала мозгу нужно заново входить в работу. И именно это крадет минуты. Иногда одно маленькое уведомление съедает не секунды, а 10 или даже 20 минут фокуса. Второй вор. Бесконечная лента, у которой нет естественного финала. Ты не доходишь до последней страницы. Ты просто продолжаешь листать вниз. Мозг все время ждет, что следующий пост будет интереснее предыдущего. Один пост скучный, другой бесполезный, но третий внезапно цепляет, и этого уже хватает. Так работает ловушка случайной награды. Ты не знаешь, где будет что-то ценное, поэтому не можешь легко остановиться. Третий вор – короткие видео, которые приучают мозг к слишком быстрой смене стимулов. Новый кадр, новая тема, новая эмоция, новый звук. И так снова и снова. После этого обычная жизнь начинает казаться слишком медленной и недостаточно яркой. Книга кажется скучной, длинный разговор утомляет, а работа без мгновенной награды раздражает. Ты не стал ленивее, просто мозг привык к постоянным всплескам дофамина. Четвертый вор – алгоритмы, которые изучают тебя внимательнее, чем тебе хотелось бы. Они видят, где ты задержался, на что ты злишься, чего боишься и чему завидуешь. А потом подсовывают именно это, не самое полезное, а самое удерживающее. Особенно хорошо работают сильные эмоции – страх, гнев, шок, возмущение. Спокойный контент человек закрывает быстрее, а тревожный или раздражающий держит дольше. Поэтому ты вроде бы смотришь информацию, но по факту тебя все время эмоционально раскачивают. Пятый вор – незавершенность, потому что мозг не любит открытые циклы. Если ты начал читать статью, увидел интригующий заголовок или открыл спор в комментариях, мозг хочет завершения. Именно поэтому кликбейт так хорошо работает. Он создает внутреннюю дырку, которую хочется срочно закрыть. Шестой вор – постоянное переключение между задачами. Чат, почта, видео, работа, музыка, вкладки, мессенджеры. Ты не становишься многозадачным. Ты просто постоянно начинаешь заново и устаешь быстрее. Когда внимание разбито на куски, даже простая задача ощущается тяжелой и неприятной. Седьмой вор – страх что-то пропустить. Ты боишься не ответить вовремя, выпасть из новостей, отстать от чужих разговоров и трендов. Из-за этого мозг живет в режиме постоянной готовности, даже когда ты вроде бы отдыхаешь. Восьмой вор – привычка проверять все на автомате. Ты берешь телефон без причины, открываешь приложение неосознанно, закрываешь и тут же открываешь снова. Это уже не интерес, а выученное движение, которое запускается само. Девятый вор – фоновый шум контента. Когда рядом все время что-то играет, внимание никогда не собирается полностью. Видео на фоне, музыка с текстом, чужая речь, открытые вкладки. Мозг все время как будто надкусан. Десятый вор – чувство ложной продуктивности. Ты читаешь советы, смотришь объяснения, сохраняешь полезные ролики и начинаешь думать, будто уже двигаешься вперед. Но знание без действия часто просто маскирует прокрастинацию и дает приятную иллюзию прогресса. Вот почему после долгого скролла ты устаешь, хотя вроде ничего тяжелого не делал. Мозг весь день переключался, фильтровал, сравнивал, реагировал и жил не в твою пользу. Хорошая новость в том, что внимание можно возвращать, если перестать отдавать его автоматически. Первое. Отключи лишние уведомления и оставь только то, что действительно важно. Второе. Создай границы там, где их нет. Не бесконечно листаю,
а 5 минут и выхожу. Третье. Снова тренируй длинное внимание. Читай без телефона рядом и работай с сосредоточенными блоками. Сначала будет тяжело, и это нормально, потому что мозг просто отвык от тишины. Четвертое. Замечай, на какой именно крючок тебя ловят. Страх, гнев, любопытство или зависть. Когда ты понимаешь свой крючок, защищаться становится намного легче. И последнее. Перестань считать каждое отвлечение своей личной слабостью. Против тебя работают очень точные механики, которые годами тестировали ради одной цели – удерживать тебя как можно дольше. Куда уходит внимание, туда уходит энергия, память и способность думать самостоятельно. Поэтому главный вопрос не в том, можешь ли ты сосредоточиться. Главный вопрос в том, кому сейчас принадлежит твой фокус. Если ты не защищаешь свое внимание, его обязательно заберет кто-то другой. И тогда ты проживаешь день не по своему выбору, а по чужому алгоритму. Возвращать фокус – это уже не прихоть, а защита собственной жизни.